Вот и настал тот самый момент, когда 1000 километров и 2 границы позади. Начинается то, зачем сюда мы приехали. Первый день Red Bull Романьяк. Для кого-то это очередной жизненный этап, который было уже сотня, а для кого-то все в первый раз. Все полны ожидания от предвкушения. Чего-то особенного, мистического. Под одной маркой собираются все участники их команды. Будь то Грэмом Джарвисом из Йоркшира на Хускварне или Замиром Джабулатовым из Минеральных вод на Авантисе. На треке все равны. И у всех есть шанс. Доброе утро, спортсмены! Вот он, первый день, пролог. То, чего мы ждали целый год, ребятчики, мы на Романьяке. 21 год, сейчас съезжаются райдеры, кто-то уже стартует. Смотрите, как у них устроена система биллинга. Они сейчас делают чек и отправляют гонщиков уже на трек. Мы же с вами сегодня будем работать максимально по треку. Будем рассказывать, показывать, что будут испытывать парни. Вообще, на самом деле, день такой. 2-3 часа длится пролог. Далее все приезжают и заканчиваются. Раньше прологи были здесь, в центре города, но с учетом того, что ковидные меры, к сожалению, теперь это так. Кстати, слоты на старт происходят тоже по своему времени. У каждого гонщика есть время, когда он выходит на старт. То есть, например, некоторые ребята из компании Avantis стартуют в обед, а некоторые прямо сегодня, прямо сейчас, в 7 часов утра. В общем, ребята, сейчас время 6:57. За это, кстати, я и ненавижу Романьяк, потому что нужно вставать очень рано и себя максимально вот как-то контролировать, корректировать. Стартовый коридор разбили на секции. Атом, дальше проходишь, там бронза, сильвер, ну и, естественно, голд. Сначала стартуют по очередности самый начальный класс, и дальше он увеличивается потихонечку с каждым метром. Вот мы видим. Здесь организаторский шатер, где выдают навигаторы. Смотрите, они распределены. Вот такие вот ячейки. Каждая ячейка имеет свой подписанный номер на бумажечке. Приходит гонщик, называет номер, получает навигатор, закрепляет его на руль, отправляется на трек. Сейчас проехал Марио Роман. Желаем ему удачи. Вот так вот компания Шерка 3 автомобилями приехала на эту гонку. Да, она немножко выглядит поскромнее по отношению к другим, ребяточки, брендам, таким как Husqvarna или КТМ. Все-таки компания Шерка — это небольшая такая, знаете, фабрика, которая, такая больше, наверное, семейная. Но так или иначе, вот она здесь, 3 автомобиля. Большое количество французских у них вот этих вот техников, которые там между собой общаются. Это, конечно, слушается и смотрится очень прикольно. Тём, доброе утро. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, как прошла твоя ночь, ты спал? Я знаю, что ты уже совсем не реагируешь, не мандражируешь, не волнуешься перед стартами, слишком много у тебя их было. Но все же, это необычный старт. Может быть, сегодня ты чуть-чуть плохо спал? Чуть комары задолбали, я с ними пытался сегодня договориться, как-то это, безрезультатно, поэтому, спал как обычно, скажем так, гонка меня не волнует так, чтобы я... Хорошо, гонка тебя не волнует, но мотоцикл, на котором ты едешь, ты из-за этого тоже не волнуешься? Наверное, скажем так, я наоборот в этом случае более спокойный, потому что мне не нужно, наверное, показывать какую-то сверхскорость, которую я там пытаюсь постоянно сделать на КТМе. Вот. Поэтому здесь задача все-таки ехать ровно, аккуратно и в течение 4 дней гоночных привести результат. То есть цель, по крайней мере, как минимум финишировать. Вот. Поэтому и от этого и спокойствие.
Тём, расскажи, пожалуйста, какие процедуры ты сейчас с утра прошел, чтобы вот выйти на старт? Что нужно было сделать для этого? Вот с этим вот бейджиком нужно было подойти в палаточку, взять свои навигаторы, получить карту спасательную. Вот. И, в принципе, все, заправить гидратор и вперед. Вчера проходил брифинг по YouTube каналу. Вы все собрались, и в прямом эфире был брифинг. Потом были правила, что можно делать, что нельзя делать, и там были штрафы. Ты все запомнил? Ну, скажем так, в двух словах брифинг я еще раз пересмотрел после перевода. Да, понятно, все разобрался. Какие основные правила, что нельзя ни в коем случае нарушать? На лиазонах, то есть выездах на дороге общего пользования, будут ограничения По скорости. скоростные, они будут прописаны в навигаторе. Обязательно нужно на это внимание обращать, дабы не превысить скорость. Отклонение от трассы, опять же, если больше, по-моему, там 100 метров да. уехал с дисквалификации, либо штраф. Вот. Поэтому, надо максимально приехать по навигации, смотреть туда почаще и не спешить. Я еще видел такой пункт вчера, изучая регламент, что неспортивное поведение будет наказываться. Прям так и написано. Что значит неспортивное поведение? Это если вдруг кто-то получил травму, и вы проехали мимо, не оказали помощь, или кого-то не пускаете, это тоже является неспортивным Да, поведением. есть такой пункт. Обязательно нужно оказать помощь, если кто-то пострадал, дождаться, потом специальной карточки это время пропишет, которое потратил для того, чтобы дождаться помощи, и потом по финишу его могут отнять. Да, там прям, знаете, расписано все очень подробно даже, как нужно действовать в определенной чрезвычайной ситуации, если вы увидели аварию, кого нужно вызвать, кому нужно позвонить, в какую сторону потом нужно ехать, кого дождаться и так далее. То есть, такая сложная работа, которую нужно запомнить, и не дай бог она пригодится, и нужно понимать, как по ней действовать. Итак, Тём, давай вернемся к навигаторам. Ты закрепил 2 навигатора на руле. Да. В розовую гламурную подушечку. Почему в розовую? Это же, по-моему, Света Баранова себе приготовила. Зачем? Как она поедет без навигатора? Почему-то. Понимаешь, там ребята, которые находятся в России, они поближе к Володе Брауну. И как-то они, видно, цвет голубые позабирали. Ну и достался мне розовый, ничего страшного, я как не парюсь по этому поводу. Ну, я думаю, не цвет решает, он же не влияет. Какой цвет, какой мотоцикл, все. Да. Ладно, Тём, Так что... мы желаем тебе удачи. А сколько у тебя старт? Еду я сегодня поздно, прямо в 11:36. Поэтому, ближе да, к обеду. К обеду. Вы уже, наверное, пообедать успеете, пока я там буду. А зачем ты тогда так рано встал и приехал сюда? Для того, чтобы пройти все регистрационные вот эти моменты? Слушай, тусовка, на наш бывает раз в год, а может быть у кого-то даже раз в жизни, поэтому почему бы нет, Доброе утро вам, ребята, на ваших диванах. Посмотрите, кто у нас тут. Мы добрались до лидеров, предполагаемых лидеров этой гонки. Мэнни Литтенбихер и его отец. Батя, который, кстати, оставил свою карьеру профессионального гонщика в хард-эндуро для того, чтобы передать весь свой опыт своему сыну. У них, знаете, такие, даже вот здесь чувствуются очень дружеские отношения между собой. Они шутят, общаются и проводят очень много времени вместе. Кстати, это не всегда, когда сын и отец вот так близки между собой. Это профессиональные гонщики, ребята, которые задают тренд, и вот тот самый мотоцикл, на котором он будет участвовать. Значит, посмотрите на конюшню сейчас КТМ, и давайте вот туда обратим внимание. Джарвис, как обычно, очень харизматичен и очень ограничен, видимо, в ресурсах. Да, Husqvarna не продлевает с ним контракт более чем на 1 год, так или иначе, к сожалению. И вы поняли, да, что КТМ это вот огромные красивые траки, прикольно все это. А Грэм это вот Грэм. Давайте вместе пожелаем сейчас удачи Грэм Джарвис. Грэм, good luck.
Как обычно, очень позитивный, очень открытый человек. С ним всегда очень приятно общаться. Но пойдемте все-таки досмотрим мотоцикл Летти. Мне кажется, это будет очень интересно. Смотрите, парни, рядом с мотиком, конечно же, VIP. Они, видимо, проверяют свои настройки. Вон, посмотрите, у него прямо в рюкзачке, в дневничке все там описано, записано. Мы заметили, что специалисты VIP настраивали каждый день подвески всей Святой Троицы. Это я про КТМ, Хаску и Газик. Даже иногда мы встречали их на треке, что меня это очень сильно удивляло. Они прямо на гонке, в зависимости от препятствия голд-класса, меняли им какие-то настройки. Хорош он, конечно. Давайте посмотрим их конюшню, их байки. Конечно, выглядит это потрясающе. Здесь готовится Альфредо Гомес. Вон его подвесочка лежит. Вон он, кстати, сам. Это его техники. Посмотрите, парни. Здесь же Билли Болт. Здесь же и Грэм, это вся конюшня Хаски. Много ходило слухов, что мотоциклы, которые участвуют в Румынии, отличаются от тех, которые нам продают. Да, это действительно так. Назову некоторые изменения, которые нам удалось подсмотреть. Выхлопы FMF, но это бог с ним, можно купить. На некоторых что-то подобное головы S3 тоже, в общем-то, продается в России. А вот то, что действительно нас удивило, это никаких композитных подрамников. У всех гонщиков Husqvarna частично алюминиевые подрамники. Конечно, никакого брейктека. Максимум это Магура или почти всегда Брэмбо. Вероятно, можно предполагать, что в 2023 году нас ждут какие-то значительные изменения в мотоциклах Husqvarna, друзья. Начались первые старты. Это то, что мы ждали целый год. Готовились к этому полгода и вот жили с этой мечтой. Что это за чувство, когда твои парни, которых ты так уже, знаешь, прижился, уезжают, ну, фактически на войну? Трясет меня, Кирюха. Очень сильно переживаю. Как за сыновей. Каждой профессиональной команде, которая приехала побежать в Румынию, свои методы подготовки и мотивации. Больше всего удивило, как готовились наши. Вечером, перед прологом, Володя собрал всех и попросил секунду внимания. И просто начал говорить. Почти все, кто тут возле меня год назад были дворовыми пацанами и не знали, что через год окажутся здесь, перед стартовой аркой Романьяка. Вы не за Авантис едете, вы за Россию едете. Сейчас за вас вся Россия. И не смейте подвести меня. Какие вам дали... Что вам сказал ваш тренер? Сохранить мотоцикл или жарить по полной? Что было? Максимально сохранить мотик и финиш. Финиш. Да. Важно финиш. Ага. Ладно, мы желаем тебе успеха, удачи. Будем следить, поговорим с тобой после финиша. И когда ты будешь стоять на тумбочке. Давай, братья. Ребята, все готовы, как ты считаешь? Да, уже Андрей Вить и Гоша Иванов уже поехали на старт. У них сейчас старт будет через 10 минут. Через 10 минут старт. Да. Пойдем их проводим. Пойдем. Победа это доехать? Нет, первый день-два я буду раскатываться, смотреть вообще рельеф как что. Если я почувствую, что все окей, да, я буду прибавлять по скорости. Минимум задачи доехать, не разложиться. То есть сразу я не буду пытаться быстро ехать, это бессмысленно. Артем, давай, мы за тебя болеем. Вся Казань с тобой. Давай, братец. Все, спасибо большое. Сандра. Хай. Пару слов про Сандру Гомес. Ребята, это единственная женщина, которая едет, девушка, прошу прощения, которая едет в классе Gold. И едет очень круто, очень достойно. Она объезжает, наверное, входит в топ-10 самых, наверное, крутых спортсменов. Это сестра Альфреда Гомеса. Видимо, у родителей стояла задача сделать из них настоящих профессиональных гонщиков. И у них, ребята, получилось. Знаете как, вообще женское эндуро, оно достаточно сильно развивается. По крайней мере, в России уже много девушек стараются ездить. Конечно, на это смотреть порой даже страшно.
нету ни школ, нету ни базы, нет ни какой-то системы. Все как-то пытаются передать опыт из рук в руки, но так или иначе это набирает ход. И вот в Европе это уже набрало ход, и девушка едет в топ-10. Пожелаем ей успеха и удачи, а мы отправляемся работать на трек. Старт пролога и контрольное время отсчета твоих личных результатов начинается именно отсюда. И чтобы добраться до старта, нужно было проехать порядка 10 километров по асфальту, по общественным дорогам, где ездят фуры. Нужно было выехать на перекресток. Дальше маршалы здесь отдыхают. Стартуют по двое. Флагами зелеными отсчитывают, начиная от 3. 3, 2, 1, go! И все, ребята полетели. И ребята действительно полетели. Нам же, как прессе, были предоставлены GPS-точки, по которым мы можем ориентироваться, чтобы снимать участников. К сожалению, эти точки были только Silver и Gold класса. Когда я спросил у организаторов, а где остальные классы, как нам снимать остальных, мне ответили, мы считаем, что остальные классы не зрелищные, и там нечего смотреть. Уже тогда мы почувствовали какой-то подвох. Сейчас вот прямо здесь это делится на класс бронза атом, сильвер и голд класс. Вот прям вот с этого перекрестка. Сейчас будем показывать вас разных спортсменов. Только что здесь был Грэм Джарвис, Леттенбихер. Они имеют такую привычку пройти и проверить, в принципе, трассу своими ногами. Мы сейчас находимся на первом тяжелом подъеме пролога. Я нахожусь между двумя трассами Silver и Gold. Топчики пролетели уже Gold. Накопали там ям, короче, целую кучу. И даже у ребят из класса Gold, которые едут в хвосте, уже большие трудности. Ребяточки, прошу прощения, что прерываю это видео про Романьяк. Мы как раз сейчас снимаем про опыт эксплуатации моей беты. А вот это вы не должны здесь видеть. Мы, кстати, сравниваем эти мотоциклы. Ребят, хочу вам напомнить, что у нас есть вот такие прекрасные майки. Это кусочек Румынии, который мы сделали специально для вас. Вы можете приобрести эту майку, заказать, и мы доставим вам эту майку в абсолютно любой город. Город России, а может быть даже и зарубежья. Контакты оставляю внизу. Стоимость майки всего 2300 рублей. Это поможет нам заработать на новые аккумуляторы и, конечно же, на новые поездки для вас, для того, чтобы снимать для вас видео. Спасибо большое. Маечки канала Все в Эндуро, юбилейные, всего 100 штук, в которых мы снимали Red Bull Romanix. Спасибо. Продолжаем смотреть видео про Романьяк.
уже со старта начинаются проблемы у ребят. Грунт сухой, зацеп очень хороший, даже где-то местами каменистый. Так, продолжаем смотреть Gold Class. Это кто это у нас такой красивый? Оу! Не может добраться, видишь? А видели техника какая? Тычком, все тычком. Очень круто, очень круто. Посмотри, посмотри, он застрял, и ему это не... Блин, я, наверное, не мешаю. А вот, красиво переставил. Очень красиво. Новенький КТМ все-таки хорош. Согласись, да? Есть в нем магия. Как же он это делает? Смотри, смотри, прям на тоненького. С колесо, обратите внимание на колесо, оно вообще не прокручивается. Вон на Юрку Кашина сейчас чуть не упал. Все, забрался вообще на раз-два. Газ-газ. Очень сложно разобраться, кто это едет, но видно, что, конечно, не так ловко, как делал это тот самый человек. А посмотрите, какая защита. О-о-о-о-о. Блин, глагол не выкинул мотик на меня. Да, сколько сил сейчас. И защита цепляет. Кстати, защита. Пролез, пролез. В цикле, но это ничего страшного. Здесь тоже довольно... О, на тоненького проходит! На тоненького! Давай, 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 давай! Колесо! Главное, чтобы не прокрутилось сейчас колесо, и он не сорвался. Он это понимает и старается контролировать заднее колесо. Вот это, кстати, техника, когда они слезают с мотоцикла и встают рядом, это очень часто здесь. У нас я это почти не встречал. Регламент соревнований на Романьяке прошлых годов подразумевал помощь, ну, она была, возможно, помощь со стороны, то есть можно было подойти, помочь. И даже, знаете, было такое выражение, что романьяк выигрывает тот, у кого трос длиннее. То есть собирались прям команды, которые с тросом приезжали, ждали своего гонщика, когда видели, что он заковырялся, бежали к нему, цепляли его на трос и затягивали наверх, на горку. В этом году вся сторонняя помощь отменена полностью. Нельзя помогать со стороны. Может помочь только гонщик гонщику, если видит, что нужна помощь. Так, кто это у нас лежит? 39 номер, потом посмотрим. Вероятно, поставим даже титры, но вот это вот совсем неловкая ситуация. Очевидно, что он не ожидал, что можно так встрять.
Ну да, он приехал покататься с пацанами. О, так, посмотрим, что будет делать. Ну, это явно не Gold класс. Это, точнее, это не человек уровня Gold класс. Ему здесь делать просто нечего. Дальше ему будет полный пиздец. Здесь надо садиться. Садись на мост! О, нихуя. Красавчик. Вот эта вот тычковая техника, она, конечно, прикольная, я согласен. Смотри, как... Ну, он упадет сейчас. Ну, это крантец. Ну, это все, крантец. Ты посмотри, он сейчас... Вот, смотри. О, красавчик! Вот она! Держи. Сейчас, конечно, нас... Смотри, сейчас что-то сейчас будет. Охренеть! Как он это сделал? Что это было вообще? Это был человек? Это был, по-моему, это Коди Веб? Охренеть, это просто... Батюшка, это батюшка. Видели, как легко и просто нужно проезжать, оказывается, эти подъемы? Играючи корень, верхний, нижний точнее, и здесь как будто бы он просто не заметил, что здесь есть какая-то перестановка, поворот. Подбросил, подпрыгнул, как будто бы с мотоциклом вместе, с помощью, естественно, там газа и сцепления. И дальше на зацепе уехал вверх. Ну, со стороны, когда смотришь на вот такое владение, пилотирование мотоциклом, думаешь, да, так легко, что я тоже так смогу. В общем, очень удобно и очень легко тренироваться на диване, смотря видео. А ребяточки подъезжают, посмотри. О, это прокатный мотик, зона поддок. О, как он ловко его поднял. Такое ощущение, что он вообще невесомый. Ребяточки, если вам это интересно, вы смотрите канал Севендуро, кто не забывайте ставить лайки, комментировать, конечно же. Вот такое здесь происходит. Это невероятное ощущение того, что здесь вообще есть. Очень четко, посмотрите, прошел сейчас человек. Человек, но вот здесь не справился. 39 номер. Ты, конечно, не Коди Веб, и это видно. Ну, молодец тоже. Посмотрите, как ловко он это переставил. Красавчик. И, по крайней мере, имеет место быть. Тоже неплохо. Очень, конечно, техника здесь важна. Это Gold класс, это Романьяк, это 2021 год, ребята. Это то, ради чего мы вообще, черт возьми, смотрим YouTube. Чтобы не было предрассудков, спортсмены, налейте себе чайку или что-нибудь покрепче и просто посмотрите кусочек Gold класса. А здесь и подъехал у нас... О, как он красиво это сделал! Все-таки газ-газ, есть в нем какое-то свое очарование, он молодец, это очень хорошо. О, давай! Молодец! Разошелся, все силы сейчас потратил, смотри на него. Невозможно его остановить в этом. Молодец, вы смотри, как... Ого, пизданулся. Нет, удержал, молодец. Сколько сил он сейчас тратит на это. Потому что не ходит на тренировки, блядь. Пропускал, наверное, смотрел Netflix или ютубчик на канале Севендуро. Чувачок, тебе надо Терентьева зайти. О, очень, кстати, неплохо у него это получилось. Он красавчик, молодец. Видно, что что человек на этом мотоцикле не совсем из класса Gold. Реагирует пока. Вот, смотри, эта ракета пришла.
А у него, смотри, какая подвесочка, видал? Это видно, что чувак заряжен, серьезный. Пиздец, как он это делает, я в шоке. У меня шок, что он сейчас сделал, просто на раз-два, ты видишь? Он очень сосредоточен. Да, молодец. Да, не Коди Веб, конечно, но тоже молодец. Это красавчик. Ребяточки, вот такие герои, вот такие люди, вот такая поддержка здесь, в Румынии. Романьяк 2021, не забывайте про лайки, комментарии. А я хочу напомнить, что торговый центр Формулы X с огромным количеством экипировки и возможностью купить всего-всего, он, собственно, открыт на МКАДе и вас ждет. Еще одна особенность сегодняшнего трека Gold — это огромное большое количество мотоциклов ГАЗ-ГАЗ. Не знаю, с чем связана эта популярность. То ли с тем, что ГАЗ-ГАЗ это теперь практически КТМ, то ли с тем, что они чуть-чуть подешевле. Но посмотрите, как их много. Вот просто прям через один едут. Один КТМ, следующий ГАЗ-ГАЗ. Husqvarna намного меньше. Друзья, финиш. Вот так выглядит финиш Red Bull Роман X пролог. И я тут встретил парней из Латвии, которые, оказывается... Ой, из Литвы, парни, простите, пожалуйста. Давайте, рассказывайте, как вам первые ощущения от Red Bull Роман X? Ну, это наш не первый Red Bull Romaniacs, но если смотреть сегодняшний день, так очень такой веселый трек, скажем так. Очень, я был в этом Four Seasons в Беларуси, очень напоминает этот белорусский, и этот грунт, и эти такие горочки маленькие, много деревьев, и надо было такую ламбаду танцевать там между деревьями. Переставочки, перекладки. Да, несколько было там таких подъемчиков. Вы ехали в каком классе? Я бронз еду. Бронз. Слушайте, а вы знаете, что, да, Полтарас едет на Тенере 700 ваш? Да, знаю. Это смущает. Трек был не очень сложный. Да ладно. Но это для меня. Ну нахер. То есть остальные люди, которые ехали, я обогнал там человек 7-8, они сильно медленно, потому что особенно камни, вот эти вот с водой, народ там прям аккуратненько с горочек на ножках, а после Геленджика уже ничего не страшно, реально. Я не знаю, конечно, что ждет завтра, потому что пролог всегда не сложный. Но посмотрим, как бы, прям чувствую себя уверенно. Из минусов мотоцикл чуть не подготовили под меня, но это я сам лох. Высоко коробка передач, лапка передач стоит, постоянно промахивался. И резина на тюблемусах, ее спустили так, чуть поворачиваешь, и тебя просто вот несет, и ты мотик ногами ловишь. А здесь пролог оказался более скоростной, да, и нужно, чтобы было чуть больше давления. Да, там 2-3 горки были такие прям, вот такие вот. Народ лежал, а я, наоборот, на жопу сел и просто закарабкался. Довольно легко, потому что в Геленджике это было длиннее и жестче.
А вот еще один наш частый гость на канале «Все в эндуро». Дмитрий Тагиров. Дим, Здорово. привет, дорогой. Давай руку твою пожму. Ты уже завсегдатый на Red Почти, Bull. да. Да, Романьяк. Как, кстати, правильно, Романьякс или Романикс? Ну, большинство говорит Романьякс. Ну, видимо, Романия, то что вот так, Романьякс. Ладно, рассказывай нам, пожалуйста, как тебе пролог. Понравился? Только давай честно. Или такой себе. Что такого? Пролог, он есть пролог. Всегда говорят, трасса была легкая. Какую позицию занял? 76-ю. Займи первую, и тогда говори, что легкая, да? Ну, то есть, если ехать на передачу быстрее, то деревья кидаются с такой скоростью, что нужно еще навыки, чтобы от них отрулить. Поэтому, если кто-то выиграет пролог, да, в каком-то классе, то можно говорить о том, что он легкий. Но если не выиграл, то все равно работал. Можно говорить о том, что он, допустим, был не экстремально опасный вниз и не сильно, допустим, тяжелый вверх. Но он рабочий такой, все равно есть где ошибиться. Много было падений, я видел передо мной, там кувыркались через руль. Вот. Любая, допустим, попытка увеличить скорость заканчивается тем, что не вырулил и в камень ударил. Ну, в общем, валялось людей много, поэтому трафик, да, опять же, очень трудно. Кто-то из голда стучится со спуска вниз, там кто-то, допустим, в подъеме тебя не пускает там, из твоего класса, поэтому, в общем, ну, не просто. Не просто. Пролог есть пролог, но это, грубо говоря, конечно, не гонка, да, так прикинуться, протрясти мотоцикл, расставить народ на завтра на старт. Просто всего лишь навсего, да, это почувствовать. Грунт имеет страшенный зацеп, я первый раз такой здесь зацеп вижу. До этого все равно где-то было скользко после дождя, и было непросто. А любой камень с поворота, да, вверх уже становится сложностью. А тут камни были сухие, поэтому относительно все быстро промчали. Трек хороший, похож на Товарково. На Товарково? Я серьезно говорю, вот, посложнее, как бы больше спусков, подъемов, но вообще там и камешки есть, и корешочки, сложного ничего нет. Все, в принципе, едется ходом, немного разрыли уже и сильно бьет на спусках. Тебе не показалось, что слишком короткий? Как-то 20 минут и вы уже Не, на не финише? показалось. Я уже еду, едешь, ты стараешься быстрее, уже Да. палец на тормозе не имеет. Я чувствую, так, скоро, скоро начнет заканчиваться. Все говорят одно и то же. Говорят, что это был хороший разминочный день для того, чтобы расставить, так сказать, все на свои места. Поэтому, друзья, мы не заканчиваем наш репортаж, а наоборот продолжаем, потому что очень интересно послушать, как проехал парни из Avantis. Да, конечно. Того пролога, который был раньше на центральной площади румынского города Сибиу, где тысячи зрителей и при виде которого тряслись поджилки у любого класса, в 2021 году не случилось. Обойдя все треки всех классов, мы поняли, что сложная трасса только у Gold и Silver. Остальные классы – это прогулка за грибами в соседний лес. Раз, два, три. Итак, друзья, день подходит к концу. Вот там сзади меня ремонтная зона компании Avantis. И все то, о чем вы нам пишете, переживаете, мы хотим вам рассказать на камеру. Все по-честному, все, собственно, для чего мы сюда ехали. Действительно, сегодня были достаточно серьезные провалы. И все те гости, которые сейчас находятся у меня в нашей импровизированной студии, давайте я представлю. Владимир Браун, директор команды Avantis. Семен Панарин, главный механик команды Avantis. И Замир Джамбулатов, такой местный месси в команде Avantis, который сегодня по какой-то причине не забил гол. Да, друзья, это действительно большая психологическая нагрузка, и с этим нужно как-то справляться. Давайте сегодня обсудим вот эту проблему, которая у нас с вами возникла, поговорим, что сломалось в первый день в мотоциклах Avantis, какие есть корректировки по организации, ну и поговорим про ваш небольшой провал, ну и, конечно же, про победы. Победы тут тоже у вас есть? Есть. Да, давай, Володь, значит, вопрос первый к тебе. Так, я уехал куда-то. Мне не сюда, вниз? Айрон? А, понял. Какие выводы и вообще, давай так, что произошло? Вот с твоих слов. С моих слов, что произошло?
Все нормально стартанули, все финишировали, конечно же, да. Вот. Но есть у нас определенный момент, который был связан с тем, что Замир заблудился на трассе. Вот. Несмотря на то, что у него стоит 2 навигатора, за один из них мы доплачивали порядка 40 евро, да, чтобы было 2 масштаба маршрута, один маленький, другой большой, чтобы точно невозможно было заблудиться. Вот. Но Замир уехал на трек серебра. Голд и Сильвер. Не туда поехал. В связи с чем потерял драгоценное время, которое бы ему пригодилось при расстановке стартовых позиций на завтра. Каким он приехал? 64-й. 64-м в классе Iron. Iron. Вы ожидали абсолютно, мы давайте так, мы все ожидали, что ваш Месси точно сегодня приедет в десятке. И этого не случилось. Какие выводы? Он что, не умеет пользоваться навигацией? Ебать, я ушуршал. Ну, как обычно. Выходит так. Умеет пользоваться, но тут, наверное, у Замира лучше спросить, почему он уехал не туда. Вот, потому что нужно и навигатор смотреть. Также еще таблички стоят на трассе, где разветвление идет по классам. Там все это обозначено. Просто, мне кажется, волнение тоже сыграло немаловажную роль в этом вопросе. Да, друзья, все-таки Hard Enduro это, знаете, как существует пословица, что мотокросс это игра по нотам, а Hard Enduro это огромный навык и умение пользоваться не только мотоциклом, но и навигацией, ориентацией, технические навыки иметь. Вот это все, конечно, про Hard Enduro. Давайте спросим у Замира, как это все произошло и вообще, что сейчас с тобой происходит. Мы знаем, что тебя достаточно сильно расстраиваешься по этой теме. Поначалу, да, немножко расстроился, как бы уже к вечеру совсем все нормально стало. Зарплаты не убавили? Все нормально. Не могу сказать, почему так произошло. Стартанул, поехал, забыл про эти навигаторы, забыл про все, ехал. Видимо, повлияло вот это переезд длительный. Плюс я не вкатился, не почувствовал местность. Для меня это важно, допустим, чтобы у меня был вкаточный день. Прокатиться, почувствовать мотоцикл, грунт. Замир, сейчас твои объяснения больше похожи на объяснение сборной России по футболу, почему не забиваем. Ты же понимаешь, что ответственность, которая сейчас лежит на тебе, что сейчас все смотрят и все просят результата. И вот это вот вкатился, не скатился, ты профессионал. Ты находишься сейчас на мировом уровне соревнований, и ты должен показывать результат. Это твоя работа. У меня еще будет 4 дня. И я исправлюсь обязательно. Настроение прям исправится. Только русские могут так ездить. Да? Перейдем к авантисам. К Семену Панарину, человеку очень позитивному, веселому. Семен, вот все хотят знать одно. Что сломалось в мотиках и сколько вы мотиков привезли с собой? Мне пишут в Инстаграм, что это не настоящий Авантис, что у вас, значит, там другие моторы, другие рамы, другие подвески. Давай всю правду выкладывай. Давайте. Можно сначала пару слов про Замира. Очень хочу высказать свое мнение, так как сам гонщик. Для нас очень важно почувствовать технику. Это так. Тот мотоцикл, который у Замира дома, он отличается даже конструкцией, так как здесь мы применили другой бак, он шире, соответственно, ногами держишься по-другому. Колени, которые Yami Custom для нас подготовил, для наших гонщиков, они пришли вот буквально за несколько дней до отъезда. Это, кстати, люди в них ни разу не сидели в них. Это был первый день, когда он поехал в этих коленках. И представляешь, другой бак, другие колени, он не чувствует технику. Поэтому все эти новые ощущения, плюс, естественно, уровень мировой, этой гонки, волнение, само собой. То есть все это пошло наперекосяк. Конечно, не хватило дня, знаешь, действительно почувствовать. Всегда очень страшно оправдываться. Вот это, мне кажется, самое такое, знаешь, это самое. Оправдать можно все, что угодно. Нет, безусловно, ошибка Парни, есть. вы здесь приехали, вы сюда приехали в первую очередь за результатом.
И мы хотим видеть результат. Вот это единственное, что мы хотим. Колени, ботинки, сейчас секундочку, ботинки, баки, это все ваши недочеты, которые вы не учли в момент тест-драйва этих мотоциклов. Именно так. Это наш командный недочет. Ну, я считаю, что командного недочета прям такого сильного нет. Ну, у Замира было несколько дней для того, чтобы там пару-тройку дней для того, чтобы выехать там, да, даже на этом же мотоцикле, условно говоря. Во-первых, все-таки я хочу сказать о том, что это пролог. Это всего лишь расстановка на старте. У нас еще 4 дня. Замир очень выносливый. Настолько выносливый, что, в принципе, я за него вообще не переживаю, да. И обгонять он умеет. Он не ошибается, практически не ошибается. Он не тратит много сил. Технику он сам подготовил, а он, ну, механик, что называется, от сахи. Поэтому, вы знаете, вот мы рано какие-то выводы делаем относительно Замира. Я считаю, что все у него будет нормально. Без каких-либо вопросов он должен доехать 4 дня последующие. И мы увидим результат. Да, ему придется там обгонять достаточно много людей. Вот, но для этого у него есть целых 4 дня. Тем более, что я хочу сказать, наши ребята, наверное, больше подготовлены для ночевки на бивуаке. Потому что у нас все простые, понимаете? Никто там не привык там, к каким-то сверхкомфортным условиям. Владимир, но мы к этому обязательно вернемся, вот, что касается бивуака. Давайте закончим с Замиром. Как вы видите, действительно, ребята защищают Замира в какой-то степени. Это понятно, это член команды. И действительно можно как-то сказать, что это был все-таки пролог, и ничего в этом страшного нет, и человек не вкатился. Ну, окей, давайте будем смотреть. Ребята, обязательно напишите, что вы об этом думаете. Дайте совет, поддержите Замира. Для нас это действительно важно. Вернемся к техническому состоянию мотоциклов. И, собственно, сколько мотиков было сломано сегодня на прологе, и какая техника выдержала? Так, сегодня по неисправностям. Значит, на одном мотоцикле мы дополнительно закрепили защиту рук. Анкер у нас вышел немножко. Далее заменили одну переднюю тормозную систему. Можно было прокачать, но так как запчастей у нас много, запчасти в достатке, решили просто поменять в сборе. Скорее всего, даже рабочие, но не стали рисковать. Вдруг прокачка бы не помогла, пока детали есть, поставили полностью новое. Ты как главный механик команды в мотиках уверен? Я уверен, но это гонка. Это гонка, ломаются и бета, и КТМ, и все ломается, сам знаешь. То есть мы с своей стороны пытаемся сделать все возможное, чтобы техника доехала. И мы здесь с вами отметили финишный день, финальный, в полном составе, да, и чтобы всем нам было радостно. Сегодня первый день пролога, и у нас есть и хорошие новости, помимо, ну, мы, в общем-то, и те, наверное, плохими назвать не можем, но сегодня ребята не только совершали ошибки, но и выигрывали. Выигрывали то, чего, в общем-то, даже никто и не ожидал. И начну я, наверное, с Ромы. С Ромы. Рома, мы тебя поздравляем. Какое место ты забрал? 3-й. На Атоме? 3-й. 3-й в Атоме? 3-й в Атоме. Ну, согласен, что трасса простая? Я согласен, что очень не зря я побывал в Геленджике и потренировался со Шпаловым и так далее, потому что сейчас еду, конечно, мне кажется, проще, но еще полгода назад, ну, она была для меня, ну, такая прям боевая трасса. Вот, сейчас, ну, просто накат появился. А ты ожидал, что ты будешь 3-й на международной серии Red Bull? У меня была мечта войти в 20-ку. Но ты понимаешь, что пролог – это не самое важное. Конечно, конечно, я понимаю, но это открывает глаза на то, что могу и надо грызть когти. Ну, мы тебя поздравляем, ребята, обязательно напишите какие-нибудь теплые слова. Рома, знаете, он эмоциональный человек, и для него очень важно, чтобы была оказана своевременная поддержка. Назовем это так. Да. Ты доволен результатом, Рома? Да, конечно, доволен. Так не радуется. Не, ну я обрадовался, когда он приехал. Ну что, я обнял его как сына, да, и сказал, что я очень рад, потому что мы же все смотрели за результатами на сайте redbullromaniacs.com, и все было видно.
То есть я смотрел, вот он прошел первый чекпоинт, ага, сейчас вот еще там сколько-то минут, и он уже должен финишировать. Когда финиш был уже видно, что третий, да, причем Рома там стартовал, ну, один из последних там, да, вот, и то есть за ним еще оставалось там несколько человек, ну, и класс у них не многочисленный, там 35 или 36 человек всего лишь, причем россиян тоже достаточное количество, там, по-моему, 6 или 7 человек зарегистрировано в Атоме. Вот, ну, хоть Атом и такой более легкий класс, но я очень доволен работой Романа по подготовке перед этими соревнованиями. И то, как он проехал, как он отнесся именно к старту. Он пунктуально все приезжал вовремя, переодевался, готовился. Ну, все, вообще никаких вопросов. Потрогай мохнатых. Ну, я всегда покупаю только из-за мохнатых себе аппарат и камеры. Нравится тебе, да? Артем Кунцевич, человек, который обогнал самого Полтареса. Полтарес приехал 13-й, но, правда, он был на Yamaha Tenere, а Артем на настоящем оригинальном китайском мотоцикле 5-й. Да. 5-й. Привет, дорогая Жозефина. Пишу тебе с Романьяка. Сегодня произошло страшное. Наверное, когда-то это должно было произойти. Какой-то русский экспант с белорусскими корнями объехал меня и всю нашу команду Yamaha. Ребята сейчас пьют. Сделал он это на странном заморском мотоцикле, который в наших краях мы никогда и не видели. Надеюсь, это не повлияет на наши с тобой отношения. 5-й. Ребяточки, 5-й. 5-й. Это значительный успех. Это, знаете, это серьезно. Кстати, многие российские аналитики мне позвонили и многие тебя очень хвалили и считают, что ты большая надежда и, так сказать, человек, который может занять призовые места. Мы всячески, конечно, поддерживаем, но это был стратегический шаг пригласить ведущего спортсмена и Беларуси, и России в команду Avantis. Мы все это понимаем. Ну, не совсем так. Артем просто мой очень хороший друг. Мы с ним дружим еще Володя, момента, Володя, перестань! Ну перестань, какой друг? Он работает за зарплату у вас, нет? Почему нет? Ну, у нас, опять же, чаще открывают... отношения в коллективе у нас здесь, вот, который здесь присутствует, ну, не такой, чтобы там прям... Да, я ругаюсь там периодически, но я ругаюсь в основном из-за бардака, из-за того, что ходят там, ну, что-то сделать нужно, они ходят и не понимают, что им нужно сделать, да? Вроде бы объяснил... На ногах ходят. Вот, Артем, у него есть определенный план, да, то есть вот он проснулся... Капкан. Да, план капкан, да. Он подготовил мотоцикл, допустим, он приехал, он заранее подготовил мотоцикл, заранее перебортировал резину. Он, в общем-то, приехал на место старта, ему ничего не нужно было рассказывать, он сам следил за своим временем. За ним не нужно бегать, ничего, то есть, Ну, это профессионал. Давайте так, это да. профессионал. И вам в команду нужен был профессионал. И вот этот профессионал сидит здесь с нами. Ну, я думаю, что даже более лучшего профессионала, ну, я бы не смог найти. Тём, как ты оцениваешь гонку? Ты профессиональный райдер, много лет ездил по кроссу, участвовал в международных сериях чемпионатов. Здесь, в Румынии, как ты оцениваешь уровень? Ну, такого, скажем так, уровня гонка у меня впервые в жизни. Ну, то есть был у меня до этого там мегаватт, был суперэндуро в Польше там в закрытом стадионе, ну, именно мирового, что касается масштаба. Но вот именно будем говорить о том, что Red Bull Романьяк считается все-таки топовой гонкой, и вот именно этот формат для меня он как бы реально впервые. И поэтому здесь нужно реально тщательно готовиться. То есть я максимально приложил усилия, чтобы правильно настроить технику, правильно себя подготовить к этой гонке. Вот. Поэтому сегодняшний результат, скажем так, вы же тут уже борьбу-то навязали, Полтареса и меня, что я еду на китайском мотоцикле, он едет на Ямахе 200-килограммовой. В принципе, мы оба должны ехать совсем не в этом классе, наверное. Я очень мечтаю поехать все-таки эту гонку в Галде. Вот. Но поэтому, наверное, будем на него ориентироваться. Red Bull начинается с первых нот. Когда ты только открываешь глаза, тебе становится поистине тяжело. Даже нам сегодня, вот мы сегодня встали в 5:30, и было действительно нелегко. Хотелось спать и не хотелось никакого Red Bull. Вам желаю успеха. Встретимся завтра. Ребяточки, вы на канале Всевоэндуро.
Мы в Румынии, 2021 год. Не забывайте лайки, подписочка, а мы уходим спать.